Ben de Baran amcam gibi olacağım. Hem cesur hem güçlü. Olacaksın tabii. Sende de onun mayası var. Onun gibi mert, iyi yürekli bir adam olacaksın. İyi ki geldik. Bir daha asla küsmeyelim, tamam mı? O gafil Çınar'dan vazgeçmemek için hırçınlaşacak ve hata yapacak. Bu ben. Bu Baran amca, bu da fırtına. Yeter. Öfkelenecek. Ne istiyorsun? Çınar'ı daha fazla üzmek istemiyorum. Yarın ona her şeyi anlatacağım. Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Давайте вместе посмотрим, что будет в новом эпизоде. Что произойдет между Бараном и Чинаром? Сможет ли Чинар воссоединиться с Бараном и Диланом после поездки на конный завод? Как отреагирует Баран, когда Чинар обнимет Барана? Почему Тарик преследует их? Скажет ли Чинар Баран Тарику, что хочет быть похожим на своего дядю? Совершит ли Тарик ошибку, как сказал дядя Ахмед? Что произойдет, если Тарик накричит на Чинара? Действительно ли Тарик расскажет все Чинар, чтобы не расстраивать ее? Смогут ли они пойти и обнять Чинара, как сказал Баран? Что планирует госпожа Хаджер? Скажет ли Берфин, что любит Акифа? Поймет ли госпожа Азади, что Кудрет Бей – женщина, которая ей нравится? Все это и многое другое теперь в этом видео. Если вы считаете, что отношения Баран и Чинар теперь улучшились, и вы хотите, чтобы они узнали, что они родители, и покинули особняк, чтобы Хаджер Ханым не смогла сделать все, что она планирует, не забудьте поставить лайк и поделиться нашим видео. Теперь перейдем к нашему анализу. Наслаждайтесь! Между Бараном и Чинаром будут теплые моменты, когда они отправятся в Хару. При поддержке Барана Дилана он начинает пожинать плоды своих усилий снова завоевать сердце Чинара. Чинар перестанет грубить и злиться на него и сначала встретится со своей лошадью Фертыной. Когда Баран захочет дать некоторую информацию о лошадях, когда Чинар расскажет о том, как много он знает, Баран сравнит ее со своей матерью и полюбит ее. Они проведут время с Фертыной и попытаются научить Чинара ездить на лошади. Эта небольшая прогулка позволит нашей прекрасной семье воссоединиться и весело провести время вместе. Дилан будет очень рад видеть Барана и Чинара такими счастливыми и проводящими время друг с другом. Во время этой поездки их ждет небольшой пикник и приятные беседы. В это время Чинар будет очень впечатлен Бараном и скажет, что хочет быть таким же, как он. Дилан подтвердит, насколько он прав в этой просьбе, сказав ему, что его дрожжи у вас есть, не волнуйтесь, вы будете очень хорошим человеком, как и он. В последний раз, когда они вместе устраивали пикник, Чинар внезапно сказал: «Я рад, что мы пришли сюда». Он встает, обнимает Барана и говорит ему: «Давай больше не будем злиться друг на друга». Баран будет счастлив так, как будто ему дан мир, но даже если он не сможет обнять его как сына, он ответит искренним объятием. Тогда они пообещают не обижаться на Чинара и скажут друг другу, что очень рады, что их отношения с Диланом улучшились. После этого объятия Баран поймет, что Тарик наблюдает за ними. Господин Тарик Кудрет был впечатлен его словами: «Оставьте Чинара его семье, и если вы хотите, чтобы он был счастлив, помогите ему знать правду». Вот почему он захочет пойти за ними на конный завод и посмотреть, действительно ли Чинар ими доволен. Прибыв в особняк, Чинар Баран расскажет о том, как сильно он восхищается своим дядей и как тот отлично провел день. И когда он скажет, что хочет быть похожим на моего дядю Барана, когда вырастет, Тарик Кудрет подумает, что он был прав. Но то, что сказал дядя Ахмед, станет известно, потому что он очень разозлился, когда подумал, что собирается отказаться от Чинара. По мере того, как Чинар приближается к Барану и Дилану, Тарик начнет терять контроль над своим гневом. Когда они придут в особняк после этой прекрасной экскурсии, Чинар расскажет Тарику, чем он занимался и как ему было очень весело. Поначалу Тарик будет терпеливо выслушивать ее и пытаться вести себя так, как будто он делится своим счастьем, но когда он расскажет ей о последней картине, которую он нарисовал в тот день с Бараном Фертыной и самим собой, Чинар закричит так громко, что Чинар удивится в том, что произошло. Это пойдет на пользу Барану и Дилану, и они поймут, что он привязан к Чинар не потому, что очень любит ее, а потому, что видит в ней конкуренцию.
Чинар поймет, что Баран и Дилан никогда не смогут кричать на него или злиться на него, что бы он ни делал, и он начнет приближаться к своим настоящим родителям. Наконец, старик поймет, что не может бороться с любовью Барана и Дилана, придет к Барану и скажет ему, что расскажет ему все, чтобы не расстраивать Чинара. Баран и Дилан будут стариком и Чинаром, пока происходит этот разговор. Когда Тарик говорит правду, Чинар сначала не знает, как реагировать, а потом, когда он узнает, что Дилан и Баран – его родители, я думаю, он их обнимет. Потому что когда Джейда ругала и толкала его, он плакал, желая, чтобы ты была моей. Я надеюсь, что он отреагирует так хорошо, как мы ожидали, и положит конец тоске Барана и Дилана по ребенку. Пусть они примут Чинара как своего сына и будут счастливы, как мечтал и терпеливо ждал его Баран. Это счастье удвоится, когда вы услышите, как Дилан и Баран Чинар называют их мамой и папой. Чтобы не покидать особняк, госпожа Хаджер отправится за другими отморозками и отправится на встречу с Исметом. Я думаю, что во время этой встречи он может попросить Исмета организовать людей со стороны для похищения Чинара. Таким образом он планирует взять выкуп и забрать все у Барана. Исмет может согласиться на эту работу в обмен на обещание, данное Гэжой Хаджер. Но поскольку он знает, что Баран очень силен, он может испугаться и сказать: «Не вовлекайте меня в это грязное дело». Госпожа Айхан будет участвовать в отношениях Берфина и Акифа и попытается стать мостом между ними. После того, как госпожа Берфин Айхан спросит, она скажет, что любит Акифа, но это невозможно. Когда госпожа Айхан спросит, почему, Хаджера объяснит, что дамы этого точно не допустят. Госпожа Айхан поддержит Берфина, сказав, что они будут всячески помогать и заботиться о Берфине, чтобы я могла решить эту проблему благодаря Гану Кудрету. В то же время госпожа Айхан, которой уже нравится господин Кудрет, подойдет ближе и начнет проявлять свои чувства. Изменения в Гане Кудрете не ускользнули от внимания Гэжи Азади. Когда они стали чаще встречаться, госпожа Азади поймет, что женщиной, которая заставила сердце Кудрета снова биться, была госпожа Айхан. Может быть, племянница и племянник поженятся на одной церемонии, кто знает. Итак, как вы думаете, дамы Хаджера будут мешать любви Берфина и Акифа? Будут ли раскрыты чувства господина Кудрета и Гэжи Айхан? Смогут ли Баран и Дилан обнять Чинара как своего сына? Узнает ли Чинар, что его родители – Дилан и Баран? Каков новый злой план Гэжи Хаджер? Да, дорогие мои подписчики, буду рад, если вы поделитесь с нами своим мнением и мыслями по поводу этого эпизода в комментариях. На данный момент мы подошли к концу нашего анализа. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.